Здравствуйте! Сегодня на канале Домовенок я покажу вам грелку Meridian. Это грелка на 1 литр, сделанная из резины. Вот такая у нее упаковка была. Сделана она в Китае, в Суджоу. Ну, изготовитель, производитель, как бы, это какая-то фирма английская. Сертифицирована. Есть такая подробная инструкция к этой грелке. Можете посмотреть, там видно. Вот. Соответственно, я ее уже опробовал. Долго проверял, долго выбирал различные грелки, чтобы прежде чем на это остановиться. Грелка на 1 литр, чем она хороша? Потому что вы тратите меньше воды, а вода стоит денег. И вообще забота об окружающей среде — это важная штука. Я пробовал с большими грелками. На самом деле, вот этой вот грелки, если ее наполнить горячей водой, ну не кипятком, конечно, просто горячей водой, ее хватает мне, в принципе, даже до утра. Она еще немножко тепленькая. Как ты ее используешь, расскажи. Как я использую? Вот у нас она очень хорошо держит воду. Ты вот сюда наливаешь просто горячую воду, наполняешь ее, чтобы она дошла вот до, ну вот не совсем до конца, чтобы она вот до сюда вот не дошла прям до самого краешка, чтобы она вот закрыла именно начало резьбы. Покажи крышечку. Вот такая крышечка. Все пластиковое. Да. У меня есть профессиональная грелка, совсем такая крутая. Я ее в Голландии купил. И у нее есть еще прорезиненная такая штучка. Тут такой нет. Тут просто пластик. Там прорезиненная штучка, в которую упирается. И она более надежна. Но эта вот тоже, она не протекла, я пробовал уже. Вот тут довольно-таки нормальная большая резьба. И тут как бы фишка в том, что эта крышка, она прижимает вот тут еще. То есть вот если в голландской у меня прижимал вот это место, то тут прижимает сверху, вот сюда. Вот это колечко. То есть вот мы ее закручиваем. И вот тут она прижимает. В этом плане она, в принципе, хорошо держится. Такой минимализм. И, в общем, она нормальная. То есть литр — это нормально на одного человека. Грелка, если у вас горячая вода. Если, допустим, если вы живете в частном доме с этой грелкой, если вы живете в частном доме. Вот, по сравнению с рукой, как она выглядит. Да, вот по сравнению с рукой. Это твоя маленькая рука, моя большая. Она реально миниатюрная довольно-таки. Если вы живете в частном доме и у вас не очень горячая вода, то я рекомендую купить грелку побольше. Если вы живете в городе, в Москве, где горячая вода нормальная, то 1-литровой будет вообще офигенно. Просто я жил вот с такой грелкой, с такой же 1-литровой. Я жил на даче сейчас. И на даче у нас вода, ну, бойлер, и она не очень горячая. И вот этой грелки там не хватает на литр. Там не очень хватает. Но в Москве вода горячее, поэтому литровой грелки вполне хватает. Ну и экономия воды вообще. Сборка грелки этой, я, кстати, поставлю на нее ссылку в описании видео. Да, ну, логично. Чтобы вы могли с удобством пройти и приобрести, если вам нравится такая. Сборка в целом неплохая. То есть вот все края у нее нормальная, нигде она не течет, и плотная резина. Единственное, вот тут вот маленькая такая чепуха. Ну, для того, чтобы ее подвешивать. Ну да. А, это специально, слушай, чтобы распределялась нагрузка. Нет, просто иногда грелки используют как в медицинских целях. Да я понял, нет. Вот я проговорю про эту штучку. А, это косяк, наверное. Это не косяк. Нет, это специально, наверное, сделано для того, чтобы ее распределялась нагрузкой, чтобы она не прорвалась, так она лучше будет держаться. И не будет съезжать. Это все правильно. Надо же. Вот, так что сборка у грелки, производство ее нормальное. Надувать мы ее не будем. Я не очень умею это делать. Не пробовал. Она пахла, когда ты первый раз ее использовал? Да нет, у него такой же запах, как сейчас. Очень легкий запах резины. Но он не легкий. противный? Она не воняет. Вот так вот ты ее не почувствуешь вообще. Все это вот надо вот так вот. И тогда ты чувствуешь легкий, приятный даже запах, какой-то такой жвачковатый. Сказал. То есть она не воняет. Бывают, знаете, вонючие такие изделия. То есть в плане экологичности эти грелки, они хорошие. Видимо, компания Meridian, это же английская компания, там где королева правит. Они, наверное, следят за этим, чтобы в Китае делали хорошие продукты для них. А как она чувствуется по отношению к коже? Ты ее голым телом трогал? Ну, она приятная такая, она немножко вязкая такая. То есть, у тебя как бы... Я спал, я ее кладу в ноги.
И когда я кладу в ноги, я вот ее прижимаю вот так вот лапами. Я ее кручу, верчу, как греюсь. Потому что очень холодно. Я сплю вообще на полу. Вот, я ее кручу, верчу, греюсь. И в этом плане она, ну, довольно-таки удобная. Ну, вот сейчас вот, если бы ты выбирал, ты бы себе взял побольше грелку? Нет. Для дома? Для Москвы, вот для города не взял бы побольше 100%. Я говорю, она у меня, вот сегодня я спал с ней. Утром она была теплая у меня. Вот. На даче она остывала. Утром была холодная вообще. Потому что там просто холоднее вода. А тут вот идеально, отлично. Лучше не придумаешь. Так что, друзья, всем рекомендую эту грелку. Она хорошая. Протестированная. Я специально искал, я выбирал грелку 3 года. И не было ни одного такого обзора, поэтому я постарался сделать развернуто и вот ответить на какие, может, еще какие-то вопросы. Да, покажи ее, например, рядом с каким-то прибором, типа чашка или... По размеру, или да? варежка. Вот это обычная 300-миллилитровая кружка. Это реально, она миниатюрная. Положи вот ее на стол, чтобы ее рядом с чем-нибудь еще показать. Вот, чтобы она лежала и вот... Сейчас я что-нибудь придумаю. Вот у меня есть... Самое сложное, это именно понять, какого она размера Вот в интернете. Ложка. Вот вилка. Это чайная ложка. Да, это чайная ложка. Вот. То есть она маленькая. Это литровая грелка, она маленькая, миниатюрная. Что, впрочем, не мешает ей быть хорошей. Буду ждать ваших комментариев, друзья. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы увидеть еще больше самых полезных обзоров и всяких интересных видео, где мы поделимся самым сокровенным, даже грелками. Буду ждать. До новых встреч. Пока.